Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Весь трэш ее жизни. Будем разбираться, счастлива ли она без вас. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Конечно же, не забывайте писать комментарии для продвижения канала. Вы же мне должны помочь, ребятушки, чтобы мы стали каналом-миллионником, да? Поторопитесь, пожалуйста. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. На личный расклад, как всегда, ребят, телефон под видео. Пишите, только именно пишите и в мессенджеры, пожалуйста. На обычные сообщения я не отвечаю, потому что вы пишете мне со всего мира. Я не могу, это платные, это не очень такие дешевые смс, да, по всему миру писать. Поэтому в мессенджер, пожалуйста. Итак, о чем нам говорят Таро сегодня? Вы человек очень непростой. Я бы сказала, что помимо того, что у вас есть какие-то способности, да, вот у кого-то это могут быть магические способности, причем это по наследству может проиграться, да, там бабушки, прабабушки, мамы. У кого-то может быть хорошая интуиция, у кого-то экстрасенсорные способности. Опять же, вот я вам скажу, что не зря вас тянет к Таро. Таро, лишь бы кто не будет интересоваться. Вот всегда как-то таинство, да, вот мир неизвестного, он всегда манящий, он всегда интригующий. Помимо того, что вам хочется, конечно же, услышать о своем будущем, как сложится ваша та или иная ситуация, но все равно просто так, вот согласитесь, не будет человек интересоваться такими вещами. Далее, смотрите. В вашей жизни была женщина. Мы не будем углубляться, да, что было, потому что очень много разных ситуаций у вас произошло, вас много. Но это была любимая женщина. Но эта женщина почему-то мне хочется вот назвать истеричкой. Уж простите меня, да, никого не хочу обидеть. Но здесь могут проигрываться какие-то, знаете, истерические проявления. Вот она настолько вас клевала, настолько она вам мозг выносила, что, кажется, вроде бы разошлись, да, вроде бы сделала больно, обидела, да. Но, с одной стороны, вы как будто вы выдохнули с облегчением. Во-первых, я не скажу, что вы слишком долго страдали. Те, кто сейчас в таком состоянии, да, вот если вы сейчас страдаете, может быть, вы недавно разошлись, то я вам скажу, вы очень быстро возьмете себя в руки и воспрянете духом. Я не скажу, что вы будете месяцами, там, тем более годами страдать, нет. Вы как-то очень легко выкарабкаетесь. Кто-то уже выкарабкался, да? Вы углубились в работу, вы вот с головой ушли в работу, причем работы у вас и много, и она интересная. И порой бывает, да, бывает очень непросто, но тем не менее вы чувствуете себя профессионалом в том, что вы делаете. Вы можете учить других людей, к вам могут, как бы там по типу студентов приводить, да, вот каких-то стажеров, может быть, да. То есть, если такая ситуация бывает, то в первую очередь приведут к вам, потому что вы пользуетесь уважением на работе, вы реально мастер своего дела. Причем здесь проигрывается ситуация, когда, возможно, у вас не одно образование, это может быть несколько, допустим, высших образований, либо же средних, у кого как, да. Далее, но опять же у нас из расклада в расклад выпадает, что вы человек, который очень любит стабильность, постоянство и который очень, прям очень справедливый. Вот вы терпеть не можете какого-то лицемерия, вы это видите. Вот ваша интуиция, она вас никогда не подводит. Другое дело, что вы не всегда, к сожалению, обращаете внимание на свою интуицию, но она у вас на высоте. Вы всегда чувствуете лицемеров, вы, даже энергетически чувствуете людей. Вот напишите в комментариях, вот у вас бывает такое ощущение, что с кем-то вам приятно разговаривать, даже вот незнакомый человек, да?
А с кем-то вот буквально 2 минуты поговорил, и все, и тебе тяжело, да, ты чувствуешь энергетически, тебе неприятен человек, тебе хочется уйти, да, вот. То есть вы очень, ну, очень сильно чувствуете людей, чувствуете настроение, ну и, конечно же, вранье и лицемерие. Да, вы можете позволить себя обмануть, но это будет осознанно. Вы можете закрыть глаза, да, вы можете поулыбаться, ну, типа там сказать, да-да-да, считай, что я ничего не понял, да, что мне лапшу навешали, да. Я обычно говорю в таких случаях, я, конечно, люблю макаронные изделия, но не до такой степени, да, чтобы тоннами их на уши лапшу вешать, да. Поэтому иногда эту лапшу нужно сбрасывать и кормить этой лапшой тех людей, которые пытаются вам ее навешать. Далее, смотрите, вы любите женщин, ну, слава богу, не мужчин, уже хорошо. Смотрите, вы любите женщин, которые, с одной стороны, должны быть и ухоженные, и в то же время вы любите женщин с характером. Ну, в каком смысле? Я не имею в виду истеричек каких-то, нет. Вот вам нравятся женщины, которые, знаете, это такой парадокс получается. С одной стороны, таких женщин обычно недолюбливают, а с другой стороны они нравятся. Какие это женщины? То есть, смотрите, вам нравятся ухоженные, да, хорошо одетые, вам нравятся женщины, которые имеют свою точку зрения. Вам не нужна какая-то серая мышка, которая не сможет связать двух слов, с которой невозможно ни о чем поговорить, да, которая, ну, кроме она больше ничего вам не скажет, да. Вам нравятся страстные женщины, это должна быть хорошая любовница, как минимум, потому что, ну, как бы, я понимаю, что кто-то любит позу Ленина в мавзолее, да, там спящая красавица, но не до такой степени, чтобы постоянно эту позу использовать, да. Поэтому вам нравятся женщины, которые разносторонне развитые. Это должна быть женщина, ну, женщина с большой буквы. Я уже не говорю про хорошую хозяйку, про аккуратистку, чистоплотную, да. Но вот смотрите, у нас вырисовывается портрет, ну, какой-то супер женщины, да, которые, наверное, сейчас очень так тяжело найти. Но они все-таки существуют, я вам скажу по секрету. Итак, далее. Смотрите, вот вы, опять же, вы не свяжетесь с какой-либо женщиной, потому что вы будете ее вот как под лупой, да, как под микроскопом будете хорошенечко так просматривать, высматривать все ее черты, все ее качества. Причем я вам скажу, что вот хоть вы и говорите, да, вот мне многие и в комментариях пишут, что вот, внешность не главное, главное, чтобы человек был. Ну, мы же понимаем, что это не совсем правда. Ну так, по чесноку давайте. Никогда мужчина не свяжется с женщиной-крокодилом, хоть она будет идеальная. Ну вот хоть идеальная, там, я не знаю, хоть в рамочку и молись. Ну вот напишите в комментариях, ну никогда вы с крокодилами не свяжетесь. Вот идеальный крокодил, ну я не знаю, ну кто должен с ней связываться? Уж простите меня, никого не хочу обидеть, да, вот, ну некрасивых женщин не хочу обидеть, просто так для сравнения называю. Поэтому вот для вас это очень важно, потому что вы, в принципе, вы себе цену знаете. А вот еще где собака зарыта. Ну, вы знаете вы себе цену, потому что, ну, жизнь в каком-то смысле вас закалила. Вы не такой простой, каким можете казаться. Да, вы можете одевать маску, когда это вам выгодно. Вы можете периодически манипулировать людьми, опять же, когда это вам выгодно. Особенно, когда, ну, какой-то вопрос жизни и смерти по работе, вот, по финансам, да. Ну, женщинами, чтобы вы манипулировали, но это нужно разлюбить ее как минимум. Женщиной вы тоже можете манипулировать, но только не любимой женщиной. Вот как-то так. Напишите, у кого резонирует. Итак, давайте-ка смотреть, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, да, и что же за трэш происходит в ее жизни. Разбираемся.
Ну, конечно же, она была когда-то вашей императрицей. Ну, вы посмотрите, ну, у нас одни пентакли. Ну, здесь даже говорить не о чем. Кто хоть немножечко разбирается в Таро, прекрасно знает, что пентакли – это деньги, это все материально, это подарки, это красивая жизнь. Ну, то есть здесь не нужно даже много рассказывать. Эта женщина такая... Она мечтательница, она всегда мечтала о красивой жизни. Она всегда мечтала, чтобы ее холили, лелеяли, со всех сторон кружили. Вот она такая эгоистичная королева. Она вся такая распрекрасная, хотя внешне вот может проиграться, что она, ну, не совсем распрекрасная. Она может быть средненькая такая, да? Но, тем не менее, здесь звезда горит, здесь эгоизм, здесь неуверенность в себе, кстати, может еще проигрываться, поэтому вот это ее такая звездность, да, это такое напускное скорее. Это женщина, которая жадноватая, она жадная и к деньгам, и жадная на проявление эмоций. Эта женщина может даже, допустим, любя мужчину, она не будет проявлять особо нежности, особо заботы. Такие женщины лишний раз не обнимут, не поцелуют, да, вот, ну такая она какая-то эмоционально холодная, что ли. Напишите, у кого проигрывается. Денежки, я вам скажу так, секретный секрет, может быть, кто-то не знает. Денежки она периодически припрятывала, она сейчас это припрятывает. Ну, такая заначка у нее всегда была, есть и будет. То есть вот вы даете, ну, давали, да, это женщина из прошлого, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. То есть вы даете, допустим, какую-то сумму ей, давали, если правильно. А она часть этих денег где-то припрятала, либо же себе там на карточку положила, да, ну, то есть это такие откладывания, заначки на всякий случай. Она всегда мечтала о красивой жизни, причем здесь может проигрываться, опять же, ситуация родом из детства. Сейчас уточним. Да, здесь не очень хорошая семья у нее была, здесь могли быть финансовые проблемы с детства, здесь не очень хорошее отношение к ней могло быть. Поэтому у нее и сейчас, вот она выросла, у нее очень большой страх потерять деньги, потерять красивую жизнь, и, естественно, это автоматически ее опустит все ниже плинтуса. То есть сама жизнь ее нагнет, опустит ниже плинтуса, если у нее не будет денег, понимаете? Поэтому, ну, такая дама, жадная к деньгам. Давайте-ка будем теперь разбираться, что же за трэш в ее жизни происходит. Что же такое? Ну, кто бы подумал, да, ну, кто бы сомневался. Вот она ищет спонсора. Она как искала, она, ребят, она ищет спонсора. Почему она его ищет? Неужели нет? А что ж такое? Ха! Ну, за что боролась, на то и напоролась. Смотрите, у нее периодически, да, мужчины появляются, периодически ухажеры есть. Она на них рассчитывает на какие-то вклады в нее, да, ну, не только жезловые вклады, да, не только, чтобы Бобик там вылез и где-то там потеребонькал ее будку, а вклады финансовые помимо этого. Вот она хочет, чтобы каждый ее ухажер какую-то лепту, что ли, оставил в ее странице. Это женщина, которая никогда не свяжется, и сейчас, вот даже когда вы не вместе, она никогда не свяжется с человеком, который мало зарабатывает, который не щедрый, который не будет ее кружить со всех сторон. И что происходит? Да, у нее появляются периодически спонсоры, да, они кружат, но потом эти отношения очень быстро заканчиваются. Почему они очень быстро заканчиваются? Да что ж такое? Что это я напутала? Напутала. Сейчас будем распутывать. Так, давайте-ка разбираться. Это, смотрите, у нее абсолютно недлительные отношения. Во-первых, это ее поведение, это ее отношение к мужчинам.
Одно дело, когда мужчина в браке терпит, да, какие-то заскоки, тараканы у женщин. Другое дело, когда это всего лишь очередной жезл, когда это должны быть вообще отношения вау, да, какие-то романтики. А она даже в таких отношениях, она показывает свой характер, она свою корону не снимает. Мужчины это видят. Плюс мужчины видят ее скромность к левакам. Здесь может проигрываться ситуация, когда она, даже вот будучи, допустим, в отношениях с каким-то мужчиной, денежным, да, она может флиртовать при нем с другими мужчинами, она может какие-то такие неоднозначные знаки внимания оказывать другим мужчинам, да. То есть ее раскусывают. Вот ее мужчины на раз-два раскусывают вот именно по ее поведению, по ее отношению. Здесь такая, знаете, у нее назревает печалька. Она останется одна. Здесь может проиграться даже сейчас уже. Она задумывается, почему у нее не задерживаются мужчины. Естественно, она не может проанализировать, потому что самокритика у нее напрочь отсутствует, самоанализ, самокритика – это не про нее. Она вот просто задумалась, да, вот девочка бедная плачет, страдает, ей страшно. Почему же мужчины вроде бы и есть, но они не задерживаются? А как у нас выпало перед этим, да, вот в начале расклада, что она очень боится остаться без денег, без красивой жизни. Может даже вот какое-то депрессивное состояние проигрываться, потому что, знаете, вот ситуация как будто повторяется. Вот как будто по кругу. Вот она как лошадка бегает по кругу, да, от мужчины к мужчине, а ситуация повторяется, вот ее очень быстро бросают. Да, ее поматросили, да, ей там какую-то денежку дали, там какой-то подарочек, как собачке, косточку ей бросили, но она этого не оценит. Она даже с мужчинами другими, она не ценит то, что для нее делают. Она все равно флиртует, она все равно... А вот давайте посмотрим, изменяет ли она своим жезлом, да, вот такой трэш. Да, было такое, она изменяла. После этого мужчины жестко ее отшивали. Особенно одна ситуация вот была в ее жизни, какой-то из ее жезлов, когда узнал про измену, но очень жестко как-то ее отшил. Дама, которая, знаете, находится в состоянии хаоса. Вот у нее хаос в жизни, хаос в душе. Ну, знаете, такую жизнь я бы не хотела, если честно. Даже врагу не пожелаешь вот жить так. Идти по трупам, идти по человеческим каким-то жизням, да, вот, то есть она не зацикливается на ощущениях других людей, она делает, что хочет. А когда ее один бортанул, второй бортанул, да, особенно когда бортанули ее очень жестко, так хорошо опустили, она занервничала. Почему же ситуации повторяются, да? То есть она не понимает, что это все идет от ее поведения. У нее нет такой цели найти, допустим, богатого мужчину, по любви с ним быть, да? У нее чисто денежные вот эти вот все моменты, именно корыстные моменты ее интересуют. Теперь смотрите, еще может у некоторых проиграться, что она реально сляжет. Из-за того, что у нее проблемы будут и с финансами, и с мужчинами, да, либо же у кого-то из них уже они начинаются. Ну, такая жизнь тяжелая у нее начнется и по финансам, и здесь начнет, ну, как бы давать сбой здоровье. Здесь будут проблемы по здоровью. Я не скажу, что это будет вообще там крыша будет уезжать, но здесь именно вот проигрывается ситуация, когда она может даже в больницу попасть. Либо же это будет нервный срыв, но здесь скорее неврология. Вот неврология, депрессия, вот такие нервно-психические какие-то болезни у нее проигрываются. Поэтому, причем, смотрите, у нее дальше вылезут еще какие-то вот хронические болезни. У нее вот пойдет по накатанной. Из-за вот этих вот хронических стрессов, в которых она пребывает, либо же вот скоро начнет пребывать, да, из-за той ситуации, которая у нее в жизни сложилась, у нее начнут, ну, серьезно обостряться вот болячки.
Поэтому, знаете, вот сказать, что она счастливо без вас живет, ну никак я не могу. Здесь скорее все наоборот. Здесь ситуация, когда человек запутался, когда человек несчастен, когда человек в депрессии. Я не скажу, что она скучает за вами, она кусает локти, нет. Вот она как-то сама варится в этом уж простите меня, да, которое не очень хорошо пахнет. Она в этом варится, но тем не менее выводов не делает. Здесь еще, смотрите, здесь идет отстранение от детей. Вот когда у нее получаются какие-то проблемы в жизни, когда у нее вот эти вот ее жезлы, хвосты так называемые, да, слоники, как угодно. Когда у нее есть проблемы, она как-то отстраняется даже от детей. Особенно если дети, ну, не такие уж взрослые, да, которые еще не живут самостоятельной жизнью, она забрасывает даже детей. Я не скажу, что она идеальная мать, но забрасывать детей, ну, это уже, не знаю, это уже последняя стадия, наверное. Поэтому как-то вот грустно, печально, тоскливо. Ну, что поделаешь. Вот такая женщина была в вашей жизни, она такой же и осталась. Даже, ну, я думаю, там крыша тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Вот как-то так. Печалька, конечно. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!